Исторические встречи в Стамбуле. Исход войны решен. Украина и Россия договариваются. О чем? Подробности переговоров века. Знаем все ответы. Разговоры идут сразу в 3 турецких городах. Россия начинает новое наступление. Чего ждать? Стрельба на улицах российских городов. Россия вошла в пространство Эстонии. Международный скандал. Поднятые по тревоге истребители, ноты протеста и паника. Трибунал против Путина. Международная реакция. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Переговоры в Стамбуле явно пошли не по плану, но был ли хоть у кого-то этот план вообще? Президент Украины уже в Турции, в Анкаре, из президентов, кроме него, там только Ердоган, ни Трампа, ни Путіна. Рівень русських поки що мені офіційно невідомий, але із того, що ми бачимо, більше схоже на бутафорський рівень. Ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації, який у них мандат, чи спроможні вони хоч щось самі принимать. Российский МИД отреагировал на заявление Зеленского молниеносно и по-своему дипломатично. Кто использует слово «бутафорный»? Клоун? Неудачник? Человек вообще с неизвестным образованием в отношении людей, у которых есть не просто базовое образование, ученые степени, заслуги перед Отечеством. Зеленский встречается с Ердоганом, а делегации РФ и Украины готовятся ко встрече друг с другом. Подход и уровень у каждой стороны совершенно разные. Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников пишет: сегодня будет обсуждаться только 30-дневное прекращение огня. Делегація у нас на найвищому рівні, Міністерство закордонних справ, мій офіс, військові, наші розвідки, представники всіх розвідок, до речі. І для того, щоб приймати будь-які рішення, які можуть привести до очікуваного справедливого миру. Подход Кремля к этим переговорам стал понятен сразу же после публикации состава российской делегации, который объявили лишь накануне поздно вечером. Путин опять всех переиграл и решил слить переговоры еще до их старта. Отправленная в Стамбул делегация стала не шагом к миру, а настоящей пощечиной Трампу. Вместо себя Путин отправил в Турцию старый, проверенный и неработоспособный набор. Мединский, человек с позывным «Провал-2022», тогда он уже возглавлял переговоры, которые закончились ничем. Фомин, тот самый, кто озвучивал жест доброй воли при бегстве из-под Киева, Галузин и Костюков ноунеймы, а вернее имена не более чем для формальности. И это, кажется, увидели уже все. Очевидно, что Россия отправила в Турцию на мирные переговоры делегацию низкого уровня. Все мы понимаем, что мяч на их стороне. Украина хочет начать переговоры как можно скорее, и, как я уже говорил, именно благодаря американцам и президенту Трампу тупик был преодолен. Теперь дело за русскими, чтобы они сделали необходимые следующие шаги. Для Кремля это якобы продолжение диалога, начатого 3 года назад, подтверждают в Совфеде. А значит, на столе все те же избитые тезисы про нейтралитет и денацификацию Украины, ограничения ВСУ и отмену санкций. Напомним, чем закончилась предыдущая попытка мира в Стамбуле. Ведь весной 22-го Россия уже выдвигала ультиматум, который, по сути, требовал капитуляции Киева. Тогда Москва требовала от Украины статус постоянно нейтрального государства, полный запрет на размещение иностранных военных баз и союзников, кардинальное сокращение ВСУ, официальный статус русского языка, отказ от интеграции в НАТО и ЕС и взаимную отмену всех исков и санкций. Именно из-за этих условий переговоры и провалились. Украина не согласилась лечь под кремлевский диктат. Теперь, спустя 3 года, Кремль возвращается с тем же набором и даже тем же переговорщиком. Но есть нюанс. Зеленский уже в Турции. А вот в составе делегации РФ не Путин. Именно на личную встречу с ним был готов прилететь Трамп. Сейчас тишина. А Трамп получает холодный плевок в ответ на свои усилия. Песков отрицательно ответил на вопрос, есть ли хоть какой-то шанс, что Путин будет присутствовать на переговорах в Турции. Дональд Трамп также решил не лететь на переговоры после отказа Путина. И тоже попытался превратить это в загадочную многоходовочку. То он этого не ожидал, то так и было запланировано. Нет, я этого не ожидал. И я вообще сказал, зачем ему ехать, если я не поеду. А я не собирался ехать. Я бы мог поехать, но не планировал. И я сказал, не думаю, что он поедет, если меня там не будет. И, как оказалось, был прав. Но у нас там есть люди. Как вы знаете, Марко проделывает фантастическую работу. Марко тоже там, и еще наши представители. Но я действительно не думал, что Путин сможет поехать, если меня там нет.
Трамп не приехал, хоть и допускал, Путин не приехал, хоть до последнего загадочно молчал, Зеленский сдержал слово, но говорить ему там оказалось не с кем. Мы поинтересовались у эксперта, что все это на самом деле значит и кто выигрывает. Первое, что важно отметить, украинская дипломатия переиграла рашистов вместе с партнерами с Европейского Союза и Соединенными Штатами Америки. То есть президенту Украины было важно показать всему миру в очередной раз, кто является нарушителем международного права, кто является агрессором и так далее, и так далее. Поэтому на уровне дипломатии 1-0 в пользу Украины и наших партнеров. Что будет дальше? Точно можем сказать, что будет увеличение санкционного давления плюс падение цены на нефть. Плюс вы видите, что разблокирована помощь для Украины по разным военно-техническим программам от новой администрации Трампа, плюс открыта линия закупки оружия для Украины. Поэтому я думаю, что этот трек будет усиливаться максимально для Украины и будет фактически то, о чем всегда говорила украинская дипломатия, что таким путем будут развиваться события. Но опять же я подчеркну, что на уровне дипломатии важно было показать, что рашисты не стремятся к миру в очередной раз, и я думаю, что украинской дипломатии это удалось продемонстрировать. Путин, похоже, понизил статус переговоров, которые сам же и предложил, вновь продемонстрировав нежелание отступать от жестких требований, которые Россия выдвигает Украине на протяжении многих лет, включая ограничение численности ее вооруженных сил, пишет Washington-Post. Шансы на мирный исход этого раунда переговоров резко упали после того, как Путин объявил состав своей делегации. Если не произойдет каких-то радикальных изменений, что маловероятно, то этот состав переговорщиков является сигналом того, что Путин выбрал войну вместо деэскалации. Но виноват во всем, разумеется, Зеленский. И сначала Зеленский какие-то там делал заявления, что он требует, чтобы Путин прибыл лично. Ну, жалкий человек, но всем же понятно, кроме, наверное, его самого и тех, кто им кукловодит. Потом ему старшие товарищи объяснили, что не надо так глупо себя вести, и нужны переговоры. Тем не менее, без важных встреч не обошлось. Накануне поздно вечером в Анталии глава МИД Украины Андрей Сибига провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио и сенатором Линдси Грэмом. Главная цель – согласовать позицию Киева и Белого дома на этой критически важной неделе. В ответ он услышал благодарность от США за вовлеченность в процесс, в отличие от России. К моменту публикации этого выпуска также стало известно, что не только политическое землетрясение происходит в Турции, тряска и природная. В Анкаре ощущались подземные толчки, а эпицентр магнитудой 5,2 находился в 200 километров от столицы. Рейс Зеленского из Анкары в Стамбул отложили на полчаса по неизвестным причинам. Тем временем даже делегация от США прибыла в Стамбул. Но Трамп заявил, что ничего не произойдет, пока они с Путиным не встретятся. А российской делегации он не разочарован, ведь ничего о ней не знает. Кроме того, США предлагают возобновить работу Совета Россия-НАТО в рамках украинского урегулирования, передает Bloomberg. Последнее заседание этого совета было за месяц до начала полномасштабной войны. Оставайтесь с Нехта, чтобы ничего не пропустить. Следим за всеми подробностями, обязательно расскажем. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, как закончатся эти переговоры, кто выигрывает в этой ситуации и почему Путин испугался. В чем был смысл, в чем был план. Делитесь своими предположениями, уже очень интересно будет узнать. Путин проигнорировал даже Лулу, и это уже дипломатическая пощечина на глазах всего мира. Президент Бразилии Лула да Силва специально сделал остановку в Москве по пути из Пекина. Официально заявленная цель – лично убедить Путина участвовать в переговорах с Зеленским в Стамбуле. Однако борт Лулы простоял во Внуково почти 4 часа, а Путин так и не явился. Но зато позвонил. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой во время технической остановки бразильского спецрейса в Москве по пути из Китая. Так просто связь лучше, чем если из Бразилии звонить. В итоге Лула просто улетел, не обещав вернуться. Ирония в том, что он один из немногих мировых лидеров, кто продолжал поддерживать Путина после начала войны. БРИКС, заявления про обе стороны виноваты, попытки выступать посредником. Но сейчас Путину ни до Бразилии, ни до Стамбула, ни до чего нет дела. Даже союзники уже крутят пальцем у виска.
Путин, кажется, и не думает останавливать войну. 3 убитых в результате ракетной атаки на Сумщину. Накануне вечером в небе над Украиной не менее 110 беспилотников. Всего более 45 атак за ночь. Российские ресурсы бодро рапортуют о наращивании наземных атак, то есть Кремль в свойственной ему манере проводит подготовку к мирным переговорам. А ведь хотя бы на время переговоров массированные атаки можно было прекратить. Что думаете? Почему не прекратили? Пишите в комментариях. Тепер нема нічого. Кроме этого, Россия уже вовсю идет в наступление. Минобороны страны-агрессора бодро рапортует о взятии новых населенных пунктов, а в Украине уже говорят о том, что фактически летнее наступление росіян уже началось. Ми всі спостерігаємо те, що росіяни накопичують сили, і фактично літня наступальна кампанія ворога почалася, і розраховувати на те, що найближчим часом буде якесь перемир'я, я бы не став. Тактика Путина по запутыванию и затягиванию переговоров может говорить о попытке растянуть их на все лето, параллельно проводя новое наступление в Украине и игнорируя призывы США и Европы к немедленному и безусловному прекращению огня. Так считает Вашингтон-Пост. Путин идет по тонкой грани, стараясь избежать обвинений в случае провала мирных переговоров и создавая условия для Трампа, чтобы тот мог прекратить поставки оружия и разведданных Украине, если мирные переговоры не продвинутся. Россия вошла в Эстонию в прямом смысле. 14 мая российский истребитель Су-35 нарушил воздушное пространство страны НАТО, чтобы прикрыть танкеры из теневого флота РФ. Нефтяной танкер «Ягуар», шедший под флагом Габона, отказывался подчиниться требованиям ВМС Эстонии. Чтобы остановить судно, военные задействовали катера, вертолет, самолеты и даже польские истребители. Эстонцы дважды пытались высадить десант. Так вот нас встречают с вертолетами. Требуют бросить якорь. Тогда в небе внезапно появился Су-35. Эстония утверждает, самолет без предупреждения пересек границу, не имел плана полета, отключил транспондер и не выходил на связь. Это нарушение границы НАТО. Португальские F-16 были подняты по тревоге. МИД Эстонии вручил России ноту протеста. Москва молчит. Граница НАТО снова нарушена. Россия прикрывает свой санкционный флот боевыми истребителями. На кону не только нефть, на кону международная безопасность. Российская Федерация направила свой истребитель для проверки ситуации, и этот истребитель в течение почти 1 минуты нарушал территорию НАТО. Это нечто совершенно новое, поэтому мы должны понимать, что Россия официально связала себя с российским теневым флотом. Трибунал против Путина запускается. Международная реакция на продолжающуюся войну становится все жестче. Европа делает следующий шаг. Комитет министров Совета Европы официально поддержал создание спецтрибунала по агрессии против Украины. Генсеку Совета Европы поручено начать подготовку. И в отличие от Международного уголовного суда, этот трибунал сможет судить за сам факт войны. А значит, под удар попадают не только генералы, но и сам Путин, Шойгу, Лавров и весь верх Кремля. Декларацию подписали во Львове. США в стороне, но молчаливое одобрение есть. Это надолго, и это уже не идея, это процесс. Необратимый для носителей фамилий, многие из которых теперь и названы прямо. Венгрия сбивает украинский дрон. На границе разгорается шпионский скандал. По данным газеты Magyar Hírlap, венгерские военные открыли огонь по беспилотнику, который залетел со стороны Украины. Будапешт подозревает, дрон использовали украинские спецслужбы для разведки. Это уже не первый подобный инцидент. Ранее Украина задержала несколько венгров за шпионаж, а Венгрия украинцев. Обе стороны обвинили друг друга и выслали задержанных. Официальных заявлений пока нет, но напряжение растет. В кулуарах все громче говорят, между Киевом и Будапештом идет скрытая война спецслужб. И теперь она выходит на поверхность. Это может стать самым серьезным обострением между Украиной и Венгрией с начала войны. Вечер, автомойка, автомат. Северная Осетия гудит, а стрельба на улицах российских городов звучит все чаще. 1 мертв, 2 в тяжелом состоянии. В Ардоне все произошло за считанные секунды. К автомойке «Алькор» подъехала машина, из нее вылетел неизвестный и сразу открыл огонь по людям. На месте десятки гильз от боевого автомата 7,62 мм. Это оружие, которое используют в настоящих войнах. Подозреваемые известны. Сразу после стрельбы они бросили машину в поле и сожгли. Полиция бросила все силы, объявили план перехвата. Перекрывали трассы, прочесывали всю республику. На момент публикации выпуска, тем не менее, о задержании не сообщалось. И что это было? Очередные разборки или новая волна уличных войн в РФ? Власти молчат.
люди боятся. А пьяный военный отстреливался от полиции в Карелии. Военнослужащий Сергей М. после ссоры у бара убил выстрелом в грудь 36-летнего мужчину. Затем он пытался скрыться, отстреливаясь от полиции. При попытке задержания достал пистолет и начал стрелять. Спрятаться в гараже не вышло, его задержали. Возбуждено уголовное дело за убийство. Крупнейшая сделка в истории. Трамп зашел сразу с триллиона. Президент США в Катаре наподписывал контрактов на более чем $1 триллион на сотрудничество в экономике, энергетике и технологиях. Параллельно контракт с Boeing, 160 самолетов для Qatar Airways на $200 миллиардов. Самый крупный заказ в истории компании. Америка возвращается на Ближний Восток через бизнес, а не войны. Теперь все смотрят на Эмираты и Саудовскую Аравию. Продавлен и Иран. Страна готова подписать ядерное соглашение с Трампом немедленно в обмен на отмену экономических санкций, утверждает Reuters. Оплеуха Трампу в прямом эфире на глазах всего мира. Роберт Де Ниро получил золотую пальмовую ветвь в Каннах и использовал сцену, чтобы уничтожить президента США. Прямо в своей речи он раскритиковал Трампа за попытку ввести 100% пошлину на все фильмы, снятые за пределами США. Американский президент невежда сам себя назначил главой одной из наших главных культурных институций. Он сократил финансирование и поддержку искусства, гуманитарных наук и образования. А теперь он объявил о 100% пошлине на фильмы, произведенные за пределами США. Задумайтесь об этом на минутку. Творчество бесценно, но, похоже, его можно обложить пошлинами. Разумеется, это неприемлемо. Мы не можем, как в кино, просто сидеть и смотреть. Мы должны действовать. На сцене рядом стоял Ди Каприо, в зале десятки камер, а по миру миллионы зрителей. Голливуд против Белого дома снова, но на этот раз очень громко, сильно и больно. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера. До новых встреч и хороших вам новостей.